Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Рак на канале Астро Инспирационе. Таро расклад. Что случится? Что скоро произойдет? События и неожиданности в ближайшее время. Обычно наши прогнозы строятся по декадам, но именно сегодня мы рассмотрим те вопросы, которые не вписываются в рамки времени. Те, которые свидетельствует о том, что будет происходить в апреле, а может быть для кого-то происходит здесь в марте, может быть последние дни марта, и в целом складывают какую-то общую конфигурацию последующих действий ваших или того, что вы будете продолжать, или то, что для вас будет наиболее актуально в апреле. Давайте узнаем подсказки. Мы достанем 6 карт, а вы подумайте о важном вопросе для вас лично. Не спешите. Подготовьтесь услышать что-то очень важное или обдумать как альтернативный вариант какую-то конфигурацию в вашей жизни. И рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла, конечно, тоже. Первая карта. Что внезапно? Что удивит? Что для вас будет неожиданным? И вторая карта. С чем или с кем эти неожиданности могут быть связаны? Может быть, у кого-то документы, вопросы работы, личной жизни, внешних обстоятельств. Что вам важно именно услышать, чтобы продумать свою какую-то траекторию? И к чему приготовиться, к чему это все идет, чего в целом ждать, как будут разворачиваться события дальше, как изменится ваша жизнь. И отдаленные события, что будет дальше, из чего будет состоять, может быть, апрель, или вот эта конфигурация, как она в апреле продолжится. И шестая карта, карта совет, которую мы откроем в самом конце. Итак, что ж там внезапно такое для вас? Ну, смотрите, карта император. Может быть, это конкретный человек, который вам оказывает содействие. Это может быть как руководитель, это может быть инстанция, это может быть чиновник важный, важное лицо какое-то, да. Ну, у кого-то, может быть, решаются вопросы в связи с документами, ну или любой вопрос, но все равно или согласование, или, может быть, вам нужно заручиться поддержкой. Но раз карта говорит об этом, это как новая организация жизни, вашей жизни, мои дорогие. Что-то меняется. Иногда по этой карте идут старшие родственники, отец, к примеру, да. Но вот именно тот человек, который для вас может быть как лидер, как авторитет, но все же вот организация, ведь правда, но тут идут и структуры, порядок, знание закона, может быть и есть некоторые задачи, которые вам нужно именно решить документально, и чтобы это прописано было на бумаге, как-то очень грамотно. Возможно, вы принимаете важное решение какое-то, который будет для вас означать совершенно другую организацию вашей жизни. Кто-то переезжает, к примеру, и вам нужно именно касаемо переезда обустроиться на новом месте, может быть и так. Или к вам кто-то приезжает. То есть вот перекладывайте на себя тут явно. Может быть, как, кстати, какая-то ситуация, которая с конкретным человеком связана. Или это так на вас оказывают влияние внешние события, действительно третьи лица. И вот от этого мы не можем уйти. Тут действительно по-другому что-то будет. Для кого-то из вас, смотрите, королева Пентаклей, обустройство дома, обустройство жилья. Или пусть это по жилью вы какие-то документы. Иногда мы делаем дома, ну или порядок наводим, да, выбрасывая лишнее. Но в конечном-то итоге мы наводим комфорт. Кто-то обустраивает, может быть, место, кстати, рабочее. У кого-то по работе, вот структура, да, как график работы меняется. Может быть, вы даже, к примеру, раньше вы ездили в офис, а для кого-то работа на дому. Или как дополнительный источник дохода. Здесь есть и финансовая составляющая. Но, мои дорогие, тут есть какая-то поддержка, это точно. Вы что-то делаете очень правильно, что вот, может быть, необходимо сделать. Где-то вам пространство помогает правильно взять ориентир. Но вот какое-то философское решение, вот от этого вы не уйдете. Мудрое решение вам придется принимать. Посмотрите. Здесь, возможно, как я уже говорила, это связано не с вашей инициативой, а либо обстоятельства так сложились, что вот нужно вписаться в какие-то конфигурации, сложившиеся условия. Словно пройти, может быть,
знаете, как бочком какой-то коридор. И в конечном-то итоге вы как будто выигрываете. Вот это точно. Но сделать или принять это решение, все-таки у нас философ, может быть достаточно сложно. Вы можете кому-то не доверять. Всегда ведь философ наш, отшельник, идет с фонарем, а фонарь это по преданию не что иное, как интуиция. Вот может быть такой разговор с вашей интуицией, а правильно ли я все делаю. И тем не менее, интуицию надо слушать, потому что как будто этот волшебный фонарь включается в то время ровно, когда это необходимо. Включился фонарь или вот ваша интуиция дает вам какую-то подсказку, и змея на дороге, вот которую нужно обойти. Вот у кого-то из вас, вам пространство правда помогает, мои дорогие, но у кого-то вот эти все изменения могут быть связаны с какой-то историей, которая вам надоела. Может быть, с каким-то третьим человеком, еще конкретным. Я не исключаю, может быть, это у кого-то родственник, у кого-то это может быть или по работе. Но явно интуитивно вы знаете, что там ждать нечего. Но тут у себя никак нельзя забыть. И скорее как-то вот эту же змею нужно как-то правильно обойти. Может быть, вы и будете выстраивать какую-то хитрую траекторию. Хитрую не потому, что это вы коварный план задумали, а потому что так обстоятельства сложатся. Но, повторюсь, высшие силы вам помогают. Но тут, правда, мудро, хитро нужно все равно как-то это обойти. С чем или с кем это связано? Ну надо же, для вас солнце. Выбор правильного направления, мои дорогие. Я, конечно, не исключаю, иногда мы говорим, это карта эго. Нет, тут не в эго дело, мои дорогие, тут внешние события. Поведение людей, решение людей, получение важных бумаг. Тут у кого что. Из 5 карт, которые я достала, 3 старших аркана. Император, солнце, суд. И это карта выздоровления, избавления от боли, избавления от каких-то помех или преград, от того, что возможно, или вот такая сложится обстановка, когда вы о чем-то могли мечтать, потом вы уже пришли к выводу, может быть, это было много лет тому назад, я такое допускаю. Старшие арканы никогда не знаешь, какое расстояние, да, по времени проиграется. Так вот, вы о чем-то мечтали, а вам пространство может это теперь вернуть. А вы можете оказаться к этому не готовы, будьте к этому тоже где-то восприимчивы, как минимум, рассмотреть чего-то, не упустить, потому что карта Солнца, ведь это то направление, или это какая-то, как правильная стезя, правильная дорога нашей жизни, чем мы будем заниматься, где мы будем проживать, с кем мы вот этот жизненный путь готовы продолжить, а что мы готовы отставить позади. Действительно новая организация жизни. Но это ведь выздоровление, мои дорогие. Поэтому в течение апреля у вас происходить будут какие-то события, которые связаны с новостями, с документами, с людьми, обстоятельствами. Все будет оказывать влияние на вас, и ничто не происходит просто так, случайно. Слушайте свою интуицию. Выбор какой-то очень серьезный вам скорее предстоит сделать. И это будет означать не только ясность, не только радость, не только новое качество жизни, но выздоровление. Вот именно избавление от боли и от страданий. К чему приготовиться, к чему все идет или чего ждать. Да, тут какая-то реорганизация у вас. У кого-то смена работы, новый коллектив, новые люди. Может быть, это будет связано даже, если мы говорим по личной жизни, но, может быть, в вашей личной жизни что-то меняется. Может быть, это вы куда-то уезжаете, переезжаете. Или у кого-то родственники, может быть, да, встречаются, соединяется семья. Или наоборот, старшие дети разъезжаются уже, которые взрослые дети. Вам придется несколько адаптироваться, мои дорогие. Да, это может быть связано с сомнениями. Какое же мне решение принять? Хотим мы того или нет, для вашего знака зодиака совершенно новая какая-то стратегия жизни. Новые возможности, безусловно. Колода Чиро Маркетти «Мудрые решения», никуда не уйдешь. И у нас изобразил нам автор вот такого шута, который едва ли не более величественный, чем маг. Он жонглирует всем зодиаком. Может быть, и придется какую-то нейтральную позицию вам принимать. Или какое-то альтернативное решение.
Альтернативно это то, когда мы вынуждены поступать не так, как мы привыкли. Но для вас вот это вдохновение, приток жизненных сил, интерес, в принципе, к жизни, бодрость. А для кого-то иногда по аркану нулевому именно перемещение, мои дорогие, путешествие или какая-то дорога. Пусть вы напрямую еще не поедете, но, возможно, кто-то будет готовиться. И готовиться кто-то учить что-то будет, вполне вероятно. Но присутствует и его величество выбор. Поэтому просто будьте готовы, что сомнения, они будут. А вам так вот философски нужно будет к ним относиться. Слушать именно себя, подсказки собственной души, собственного сердца, чтобы на вас никто не давлел, а вот помогали, скорее всего, вам люди, нежели создавали преграды и помехи. Но это будет уже зависеть, безусловно, целиком и полностью от вас, мои дорогие. И Вселенная, она вот, если я говорю, что ничто не происходит случайно, на самом деле Вселенная, она как великий путеводитель. Но нужно различить вот эти знаки, исследовать за ними. Вот вам какая-то траектория, конец марта, в апреле, что-то подобное предстоит. И тут может многое меняться, как и личная жизнь, и вопросы финансов, и место пребывания для кого-то. Ну, что-то важное решается. Как изменится ваша жизнь? В прошлое закрываем дверь. Вы закрываете, мои дорогие. Что-то изящно завершаете. Колин Барон Рид называет десятку мечей именно так. Для кого-то из вас это стабилизация. Стабилизация процесса на работе. Стабилизация финансового вашего положения. Может быть, это будет связано даже, ну, с какими-то там или с людьми, которые есть взаимодействие, да, финансов. Ну, правда, у кого-то купля-продажа может совпасть. Значит, вам тут нужно с людьми как-то правильно договориться. А в целом я могу сказать, что все же для вас по финансам, по работе, то, что вы делаете, оно все не зря. Совершенно новый интерес. Конечно, по этой карте мы должны помнить, шестерка пентаклей – это как помощь высших сил. Поэтому будьте внимательны, мои дорогие. Здесь надо будет правильно распределить деньги. Вот что будет меняться. С одной стороны, деньги у вас будут. Но они вам, посмотрите, какие серьезные карты. И такие знаковые, приятные, очень добрые. Вот эти перемены мы должны как во всеоружие встретить, а не с пустыми карманами. Так вот, вам пространство будет помогать в том, чтобы деньги эти были. Но от вас потребуется правильное распределение. И, может быть, хотелочек таких будет очень много. Может быть, и самому себе придется сказать «нет». Вот не сегодня, не прямо сейчас, может быть, завтра, через неделю. Но вот как-то продумать, рассчитывать придется на финансы. Ну и к вам могут обращаться, где-то будьте тоже к этому готовы. Руки тянутся за деньгами, да? А как будто эта карта, она больше призывает кумулировать, накапливать. Ну, есть такой момент, но не отдавать. Поэтому всегда карта нам дает сама по себе совет. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Значит, какие-то будут у вас еще такие ситуации, когда, может быть, к вам обратятся именно за деньгами. Может быть, это будет связано с личной жизнью. Сложно, может быть, придется кому-то отказывать, да, или продумывать заранее какой-то разговор. Опять же, слушать свою интуицию. Для кого-то из вас карта будет говорить о том, что дома вы можете что-то менять, обустраивать в течение апреля месяцев. Вот именно пространство само по себе вы можете домашнее менять, а у кого-то, если работа на дому, обустраивать, может быть, рабочее место на дому. И для вас это придаст вдохновение тогда, мои дорогие, придаст для вас уверенности. И знаете, вот когда мы вычищаем свое пространство от какого-то, ну пусть это не мусор, а вот какие-то ненужные вещи. У нас как погода в доме, да, или воздух меняется, и мы меняем пространство, а оно меняет нас самих. Но выбор, он присутствует, это да. Может быть, это и ваш выбор, но может быть, это ваш вторичный выбор, а еще и какие-то люди делают выбор. Но, может быть, и создастся такая конфигурация. У кого-то все-таки жезлы – это дела, работа, бизнес. Может быть, и по документам, мои дорогие. А у кого-то это будет связано именно с перемещением, может быть, с выбором работы.
Много будет сомнений. Восьмерка мечей, там кажется, что это мы как будто скованы по рукам и ногам. Мы себе что-то надумали, только лишь потому, что, вот обратите внимание, повязка на глазах девушки, если бы она ее сняла, она бы поняла, что забора этого нет. И никакие цепи там не держат ее руки, просто цепь словно накинута на руки. Понимаете? То есть мы можем сами себе такого надумать, ну, правда, то в двух соснах легко заблудиться. Поэтому гоните от себя прочь сомнения или вот эту ненужную философию. Факт, мои дорогие. Здесь должно быть что-то более рациональное. Все-таки холодная голова вам будет помогать. Так что же, как в отдаленных событиях, что в апреле будет продолжено? Вот так. Шикарная карта, карта победителя. У вас будут победы, посмотрите. У вас две карты, две шестерки. Я всегда говорю 6, поэтому мы с вами достали 6 карт основных с вопросами. У вас две победы. Может быть, это конфигурация и финансов, но я тут больше вижу именно по делам. И пусть эти даже дела, они перемежаются у кого-то с личной жизнью. Ну, у кого-то документы, как я уже многократно говорила, у кого-то важное решение по части личной жизни. Какая-то траектория, как вы будете выстраивать с конкретным человеком на последующий период, на отдаленный, может быть, и апрель, может быть, и май. Но вот именно ваша позиция, задача удерживать, мои дорогие. Мало достичь как высоты. Попробуй удержи, называется. Какие еще отдаленные события? Но вам будет вот создавать, знаете, такую как путаницу или наводить тень на плетень, какие-то воспоминания или решение, может быть, какого-то человека. Воспоминания есть добрые, безусловно. Но это, знаете, есть элемент того, что это не возобновится все-таки. Может быть, вам и придется совершенно, как, знаете, с чистого листа с кем-то выстраивать отношения, может быть, даже со знакомым человеком. У кого-то это будет касаться работы, может быть, и руководитель. Но здесь вот именно правильно договориться. Договориться почему? Потому что выбор присутствует по аркану влюбленный. Это опять же старший аркан. Но нам карта говорит, сепарация – это только иллюзия. Вы можете столкнуться с таким человеком или с обстоятельствами. Вы можете столкнуться с тем, что кто-то получит документ вот совершенно неожиданно. Как свалился на голову, да? Как какое-то известие. Это может приехать или прийти какая-то персона даже, может быть, даже в ваш дом. Иногда я говорю, если вы занимаете высокий пост, у вас все-таки император, у кого-то ведь это вы строите карьеру. Я не исключаю, будьте внимательны. Вот кто именно, ну, может быть, не самый высокий, но вы именно руководитель какого-то звена. Иногда я говорю, что приходит проверяющая. А может быть, это как налоговая какая-то. Мечи ведь это всегда интеллект, мои дорогие. И, видимо, мы говорили уже, да? Сначала выпала восьмерка у нас. Это как изменится ваша жизнь. Мечей, какие-то сомнения. А тут как будто вам нужно взять руководство за своей жизнью, как минимум. Ответственность как будто на себя, мои дорогие. Но фильтровать информацию. Вот будьте внимательны, потому что информации может быть много, сбивчивой. Может быть нарочито где-то, искаженное что-то вам говорят. А может быть, люди не видят какой-то правды. У нас вот птичка, да, мы говорим информация. Много птиц. Но вот одна неразумная птичка подлетела к кошке слишком близко. Ей кажется, такой милый зверь. Ничто не предвещает беды. А мы знаем, что, да, выглядит очень мило. Но когти чрезвычайно остры, а прыжок кошки молниеносен. Не рискуйте собой, мои дорогие. В этом есть определенный смысл. Вот, кстати, отшельник тоже призывает к мудрости. Мне хочется спросить, в какой сфере жизни, с чем это связано? Отдаленные события. Все то, что я сказала. И здесь больше, конечно, личная жизнь, вопросы дома, мои дорогие. Ну, или ваше место пребывания. Конечно, десятка кубков – это могут быть и родственники, далекие родственники, ваше окружение ближайшее, может быть, и так. Но тут что-то идет не только к победе, а к радости, созданию дома, обретению этого жилья. Или пусть у кого-то аренда даже, да, но вот перекладывайте на себя. Вы чем-то должны остаться довольны. Вам высшие силы, посмотрите, все карты об этом помогают. Карта совет, праздник. Вот какой-то праздник должен быть.
И поэтому где-то внутренне приготовьтесь, что тут действительно Вселенная пытается вам в чем-то помочь. Может быть, вот то, что приходит в вашу жизнь и выглядит поначалу невзрачно, может означать какое-то очень доброе продолжение. Но ведь тройка– это ведь тоже где-то предусматривает то, что мы от чего-то откажемся. Потому что главное взаимодействие, оно строится между двумя. А третье– это уже как лишнее. Поэтому что-то видоизменить вам точно придется. И вы, главное, от этого праздника получите, вам легче будет. Вот смотрите, праздник вы можете завершить какую-то минусовую ситуацию по финансам. И вы можете, знаете, как завершить какое-то недопонимание во взаимоотношениях. Я не исключаю, что кто-то новую конфигурацию общения попросту с конкретной персоной примет, что я не буду участвовать, я теперь не буду откликаться, а кто-то просто, знаете, как по-английски, будет отдаляться от какого-то человека или от тех людей, которые вам создавали преграды, барьеры. Не выстраивалось это взаимопонимание. Но тут действительно, вот эта карта я ее иногда называю. Это те добрые, благополучные перемены, которые врываются в вашу жизнь. Доверьтесь пространству. Довериться – это не значит сесть, сложить руки и сказать, ну вот и ладно, как будет, так и будет. Нет, мои дорогие, это задача пройти по ситуации. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые. Я благодарю за ваши комментарии, за вашу отзывчивость и эмпатию. Особенно оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на моем сайте, а ссылки я оставлю в описании под видео. Я вас люблю искренне, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.